Захватывая Крым и часть территорий в Восточной Украине, Россия нарушает международное соглашение о целостности границ государства. А это дает основание напомнить, что в 1945 году на Потсдамской конференции Калининградская область была передана ей не совсем законным и не совсем легитимным путем. Когда на закате Второй мировой войны союзники стали рисовать новую карту мира, маршал Сталин заявил, что Советскому Союзу, понесшему очень серьезные потери, необходимо получить новый порт в Восточной Пруссии, а именно Кёнигсберг с окрестностями. Конференция началась 17 июля 1945 года. Скончавшегося еще в апреле Франклина Рузвельта на посту главы США заменил Гарри Трумэн. Британию сперва представлял Уинстон Черчилль, но его партия с треском провалилась на выборах, и пост премьера занял Клемент Этли. Черчилль лишь успел сфотографироваться со Сталиным и Трумэном, но итоговую подпись под соглашением конференции ставил уже Этли. Таким образом, судьбу Кёнигсберга решали не верховные главнокомандующие союзников СССР по антигитлеровской коалиции, а новоназначенные лидеры США и Великобритании. В таких условиях Сталин имел явное преимущество и спокойно навязал свое видение в вопросе раздела Восточной Пруссии. К тому же в это время американцы и британцы были увлечены планами разгрома Японии. За 2 дня до начала Потсдамской конференции они успешно испытали первую атомную бомбу, а через 4 дня после окончания встречи в Потсдаме 6 августа 1945 атаковали Хиросиму и вскоре Нагасаки. Поэтому им не было дела до какого-то клочка земли в Восточной Европе. И Восточная Пруссия была успешно поделена между Польшей и СССР. На момент передачи Кёнигсберга в нем оставалось только 20 тысяч из 370 тысяч немецких жителей, которые обитали в нем до войны. Почти все они были отправлены в Германию к 1947 году. Только некоторые специалисты помогали восстанавливать работу предприятий, но и им было отказано в получении советского гражданства, и впоследствии они были депортированы в Германию. Вместо них были переселены в основном жители РСФСР. Массовое переселение в область семей колхозников и сельскохозяйственных рабочих было инициировано подписанным Сталиным постановлением Совета министров СССР номер 1522 от 9 июля 1946 года. Документ предписывал переселить 12 тысяч семей колхозников из 27 областей и 3 автономных республик РСФСР, а также из Беларуси. В июле 1946 после смерти Михаила Калинина Кёнигсберг и Кёнигсбергская область в его честь были переименованы в Калининград и Калининградскую область. Напомним, Калинин в февральскую революцию 1917 года был одним из руководителей разоружения охраны и захвата финляндского вокзала. В результате этого переворота от власти отрекся Николай II. Позже Калинин активно участвовал в подготовке и проведении Октябрьской революции. Фактически он был одним из главных вдохновителей развала Российской империи. Именем Калинина была названа еще и больница в Самаре за то, что он якобы помогал преодолевать последствия голодомора в Поволжье. Но в 2015 году от фамилии Калинина в Самаре избавились, и больнице присвоили имя бывшего главврача Владимира Середавина. Однако, когда поднимается вопрос переименования Калининграда, все прокремлевское движение становится на дыбы. В Москве опасаются, что возвращение городу прусского названия усилит сепаратистские настроения внутри региона. Предпосылки для этого имеются, и весьма серьезные. Местная элита стремится во всем подчеркнуть свою европейскость и отдаленность от основной России.
Бывший кинотеатр «Россия» ныне превратился в торговый центр «Европа». Местный университет проводит Дни Европы, День Британского совета, фестиваль кино стран Евросоюза. Русский язык называется лишь языком межнационального общения в странах Балтии. Так формируется некая отличная от российской калининградская идентичность со своей особой культурой и психологией. Постановление Потсдамской конференции о статусе Калининграда могли бы пересмотреть участники конференции – Великобритания и США. Для этого достаточно было бы правовой и политической основы, но нет политической воли. Попытки Запада напомнить о Потсдамском договоре, о том, что Россия должна лишь администрировать Калининградскую область, а не считать ее своей территорией, могут вызвать геополитический кризис. Понятен аргумент, что Россия нарушила всю систему неприкосновенности границ, сформированную в 1975 году. Но если будет поднят вопрос о Калининграде, это может стать очагом для дискуссии о разных территориях, поводом для того, чтобы перечертить границы государству. Хотя РФ, аннексировав Крым, уже открыла ящик Пандоры, остается надежда на возвращение полуострова в состав Украины. И в этом случае возможно потепление в отношениях России и Запада. До этого времени вопрос с Калининградской или Кёнигсбергской областью подниматься не будет. Мир и так расшатан, и Запад вряд ли захочет подливать масло в огонь.